В армянском обществе не утихают обсуждения премий, выписанных сотрудникам различных государственных ведомств. Полемика, порой излишне горячая, выплескивается в соцсети, накаляя и без того не самую спокойную обстановку вокруг. Однако по большей части звучат эмоциональные оценки, нередко идущие вразрез с логикой. Ставшее в последнее время чрезвычайно политизированным и резким в своих оценках, армянское общество нашло новую животрепещущую тему – премии сотрудникам государственных ведомств, министерств, комитетов, органов местного самоуправления. Чиновники оправдываются, заявляя, что все происходит в рамках закона, опровергают цифры, которыми выражаются эти премии, а порой речь идет о 8-значных числах, а Министерство юстиции разъясняет, что публикация поименных списков премированных с указанием полученных ими сумм будет считаться оглашением личных данных, а это непозволительно. На самом деле общественность во многом зря нападает на чиновников, а они зря оправдываются. Премии получают все, и это нормально, с этой точки зрения все законно. Кто-то работал лучше, кто-то дольше, такие получат больший процент в качестве поощрения, кто-то лишь пару месяцев и еще не успел себя проявить, они премируются поменьше. В конце концов, либо нужно вообще отменять саму возможность премирования работников в стране, либо... Впрочем, на отмену никто не согласится. Дело тут в другом, в нескольких пунктах, на которых хотелось бы заострить внимание. Во-первых, чиновникам, а подавляющее их большинство, если не все, представители новых властей, хорошо бы вспомнить, как еще месяцев 10 назад те, кто тогда еще не был властью, кричали на всех перекрестках, со страниц газет и с парламентской трибуны, как режим грабит страну, если этот режим вдруг выписывал ровно такие же премии, как это делается ныне. Кричали громко, хлестко, неприятными голосами и кипя негодованием. Так что не обижайтесь, сейчас вам возвращается пущенный вами же бумеранг. А траекторию полета этого любопытного предмета не в силах изменить даже бархатная революция, такая вот неприятность. Но с ней придется жить, волей-неволей. Далее. Мировая практика, особенно в странах, подобных Армении, показывает, что усредненный сотрудник госаппарата, тем более занимающий высокий пост, может обойтись без обладания профессиональными навыками в порученной ему сфере, зато отлично знает все возможности совершения тайных махинаций. Совершенно не утверждая, что таковые махинации совершаются, просто для примера,
Неужели кто-то сомневается в том, что, скажем, глава ведомства, занимающегося госдоходами, не знает секрета, с помощью которого государственные доходы легким движением руки превращаются в личные? Так что для обогащения этому высокопоставленному должностному лицу вовсе не нужно действовать топорно, выписывая себе премии. Вот если бы вопрос был поставлен иначе, дело другое. Вместо того, чтобы интересоваться суммами ведомственных премий, лучше спросить, а собственно за что их назначают и получают. Вслед за губернаторами, глава Водного комитета Армении сама себя поощрила СМИ больше, чем возьмем столичный муниципалитет. Надо полагать, что премии получены сотрудниками мэрии Еревана за утопавшую еще считанные дни назад в мусоре столицы с проблемой, и то не везде, только-только начали справляться. Еще за городской транспорт, который день ото дня становится опаснее для пользования и работает все хуже и хуже. Ах да, снесено было одно незаконное строение, воздвигнуто, а потом с успехом демонтирована дорогущая елка на главной площади. Еще разосланы уведомления о ликвидации нескольких кафе у оперного театра, успешно развалена стена исторического здания на улице Арами, где репетировал детский хор. Что ж, дел, достойных премирования, за 3 с хвостиком месяца работы набирается достаточно. Премируйтесь на здоровье, тем более что градоначальник Айк Марутян накануне заявил, что не позволит, чтобы мэрия упоминалась в контексте коррупции. Лучше бы, конечно, работать так, чтобы никому и в голову не пришло связывать мэрию с коррупцией, тогда и не встанет дилеммы позволять такие разговоры или не пущать. А тут еще Министерство юстиции заявляет, что нельзя публиковать данные о том, кому и какие выплачены суммы премиальных, это, дескать, огласка личной информации. Следующим шагом Минюста Армении, по логике, должна стать отмена декларации о доходах и имуществе, которую высокопоставленные должностные лица обязаны пока еще представлять в комиссию по этике. Ибо личные данные, указываемые в таких декларациях, на несколько порядков более личные, нежели ведомости на получение премий. Себя Марутян не посчитал, в мэрии объяснили, откуда средства на почти $1 миллион премиальных больше, чем, хотя, конечно, высокопоставленное должностное лицо запросто может не иметь никакой недвижимости, автомобиля, жить по найму, когда арендную плату выплачивает за него сердобольная теща двоюродного брата. Теща 94-го года, она владелец заводов, газет, пароходов, ей это не трудно, но это же тоже личная информация,
Да еще какая.